Всем привет! На связи Ольга Старшая. И я продолжаю делать свой костюмчик. Пока это только штаны, но у меня уже появились идеи, что я хочу сделать с парнем сверху, что я хочу ему добавить. Ну, пока работаем над штанами. Я уже не помню, какая это серия, третья, четвертая. Так, остановились мы вот на таком варианте. Я пришила боковые карманы, передние карманы. И сейчас я хочу пошить задние карманы. И у меня такая задумка сделать их по такому же принципу, как и эти боковые боковые вот эти вот с такими штучками. И потом вот этот уголок еще как-то использовать. Интересно. Так, для того, чтобы сориентироваться как-то по боковым карманам, я сделаю, наверное, так. Сначала нарисую линию. Ам, Выровняю вот это вот сюда. И уже буду ориентироваться, где, на каком уровне нужны мне эти карманы. Так, примерно я хочу, чтобы они были где-то вот здесь заканчиваться, так как бы нам точку эту определить. Мгм. Ну, давайте посмотрим. Так, X. Это где-то здесь. 22. Так. Ага. Ну, попробуем продлить от нее линию. Мгм. Даже не знаю, нравится оно мне или нет, но давайте смерджим точки. Это точно нужно сделать. Ам, Явно, что карманы должны быть не до самого конца, поэтому делаем, уменьшаем вот эту линию. Для начала до 20. И, ну, пока, пока так. Ам, Значит, что у меня будет происходить? Карманы не должны находиться прям на самом верху, а, прям притыкаться к самому этому к поясу. Нужно сделать какое-то отступление. Мгм. Так, эти точки тоже можно смержить. Отлично. Ну, чтобы нам ровно было. Так, ну давайте сделаем высоту 25, что ли, пока. А там посмотрим. Так, отлично. М, Так, здесь они будут пришиваться целиком, а вот здесь должны быть уголки. Наверное, я когда сделаю уголки, тогда смогу сориентироваться, насколько мне нравится расстояние до центра попы, что ли. Как это назвать там? Мгм. Хотя я сейчас думаю, что если я сделаю расстояние ближе, то карман начнет заворачиваться внутрь штанов, и, возможно, это будет не лучшим решением. Хорошо. Значит, расставляем точки.
Так, 3. Вот, градусы. Нужно следить за этим, чтобы не было никаких проворотов. Так, смотрим. В целом ничего. Возможно, я высоту кармана поменяю. Мгм. Ладно, наверно, пока я карман не пришью, я таки не это. А, так и не сделаю ничего. Так, чтобы стрейчить, нам придется сделать еще тут линию. Trace as pattern. В принципе, эту линию. Возможно, я захочу сделать клапан, поэтому я ее снесу туда. Хотя, я забыла, мне здесь нужно будет пришивать кое-что, поэтому пусть она остается. Так. Это тоже смерджить. Так, окей. Что тут с нашим карманом? Нам нужно его приладить где-то тут. Если он будет большим, ничего страшного, я потом все исправлю. Пока это такое. Примеряем, скажем так, что будет. Хотя, знаете что? Наверное, надо сразу сориентироваться. Вот этот карман у меня сколько вообще? Практически 20. Так, опять что-то поехало. Ам. Вот не люблю я, когда у меня что-то уезжает. Да, здесь тоже 20, и ширина получается одинаковая. А вот длина будет разная. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ничего страшного. Тогда и при такой ширине нам подойдет вот эта штучка, которую мы делали для передних карманов. Единственное, что нужно будет убрать сделать вот эту длину меньше на, по-моему, 4,5. Так. Так, все, да. М. Раз она у нас так загнута хорошо, то, наверное, ее лучше использовать для вот этого кармана. Чтобы не терять этот изгиб. Так. Мгм. Это будет у нас. Давайте его заморозим. А, и сделаем зеркальную штучку. Вот она.
Мгм. Так, для начала вот это мы деактивируем и скроем. И попробуем все это попришивать. Мгм. Подождите-ка. Что-то я уже запуталась. Чё куда? Это сюда. Ну, вроде бы так. Это можно заморозить пока. Это с бондингом можно не усиливать. Ой, вот что проблема-то какая. Давайте это тоже деактивируем, потому что у нас симметричные детали, и они начинают тянуться. Так, не получится не усиливать. Давайте усиливать. Окей. И сразу, наверное, надо поставить саблайеры. Не забыть. Мгм. Так. А давайте я вот что сделаю. Я вот эту штуку уберу и сделаю после пришивания. Ага. Это можно отморозить. Это наоборот заморозить. Так, вот здесь правильно вывернуто. Да, все правильно. А вот здесь нет. Так, теперь вывернули правильно. И можно пришивать сами карманы. Б. Карман. Это мы пришивали сюда, да? Угу. М. Сюда. Сюда. И это сюда. Так. Ctrl-Shift-J. Наверное, эту штучку я заморожу на время. Так. Без заморозки не очень. И саблайер. А, я еще вот это не поставила саблайер. Окей. Угу. Отмораживаем. Так, супер. А теперь нужно выставить швы. Это у нас должно быть 90. Все, отлично. Мгм. У нас будет топыриться карман. Вот так вот, да? Хорошо. Значит, надо будет делать на него такой же клапан.
скорее всего, потому что мне не нравится, как он топырится. Ну это ладно, это вторая проблема. Так, делаем симметричную деталь. Усиливаем. Set Sublier. И сшиваем. Угу. Супер. Швы у нас уже настроены. Ам. Так, вот что я думаю. Я пришивала вот эти штучки, вот эти вот, к самим штанам. А, наверно, нужно было их пришивать, к карманам. Так было бы лучше. Давайте попробуем. Так, это нам нужно сюда пришить. Так. А это так, это у нас здесь. Нет, что-то я не туда пришила. Так, это какой карман? Ага, это вот этот. Все, теперь понятно. И в принципе я, наверное, все правильно пришила. Или неправильно? Нет, наверное, здесь перемудрила. Ну-ка, Ctrl-V. Вот теперь правильно. Тогда это должно быть здесь. М. Кажется, это должно быть вот так. Да. Вот, и тогда здесь ничего не бурлит. Наверное, надо перешить это и здесь, в этих карманах. Так. Мгм. Это у нас вот это. Ну-ка посмотрим. Вроде хорошо. Ничего не заживалось. И последний вот этот. Так, что мне здесь происходит? Мгм. Так.
Так, теперь вот с этими всеми маленькими швами нужно убрать нормалки, потому что они мне тут, вообще не нужны. Так, и где еще? Это удаляем. 0 нам, и все эти швы должны быть turned. Так, это turned. Где тут чё? Это turned. Это turned. 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 Вроде бы все. Все, теперь симуляция стабильная. Вроде бы. Так, на штанах никаких таких швов не должно быть. Ай, так, хорошо. Что нам делать с карманами? Возможно, их нужно опустить. Потому что... Кстати, тогда мне эта линия не нужна. Ладно, пусть будет она, сильно не мешает. Давайте попробуем опустить. Так, вот она уже поехала. Сантиметра на 2 для начала. Так, и что-то не забываем проверять. Или на 3. Ну-ка. Так. Где наш карман? И, кстати, где к нему пришита штучка? Это вот это. Тоже на 3. 3. А здесь угол улетел. Угу. Ну, типа так. Так, у кармана должно быть утолщение. Edge thickness. Отлично. Так, ну что, мне нравится. М, Так, если вы заметили, то чем больше карманов я делаю, тем быстрее все это происходит. Так оно всегда в работе получается. Теперь я думаю, надо ли мне делать здесь клапаны. Такие же, как и вот эти.
Потому что вроде бы и неплохо было бы. Ну, давайте попробуем. Так, на сантиметр выше клапан. Мгм. Ctrl-C, Ctrl-V. И это у нас будет клапан на вот эту сторону. Так. Как там? А, понятно. Так, вот так мы выровняли их друг относительно друга. И 0. Думаю, что здесь 2. Девять. В другую сторону 2. В другую сторону 6. В другую сторону. Мгм. Понятно. Тоже что-то поехало. Ну и что с тобой случилось? Почему же 20? 20. Ты понимаешь, что такое 20? Отлично. Так, вот наш клапан. Нам его нужно разместить вот этой центральной точкой где-то здесь. Мгм. Так, и пришить сюда. А еще нам нужно сделать такую штуку. Так, и на 1 сантиметр. Теперь мы копируем вот это. Потом мы это переносим. Вот где взяли, там и переносим. Все. Что мы еще делаем? Давайте вот это. Set Sublime. Это сюда и сюда. Так, друзья мои, я забыла включить этот показ горячих клавиш. Сейчас включу и продолжу. Так, надеюсь, да, все, горячие клавиши видны. Ctrl-H. Поехали. Ну-ка, 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 что случилось? Шов должен быть тюрнут. Окей, так, знаете что? Вот эти клапана
должны быть тоже усиленными. Потому что подразумевается, что они пошиты из двойного слоя ткани. Поэтому они не должны так, ну, вести себя. Типа как будто они из мягкой ткани. Так, окей. Делаем симметричную копию. Располагаем ее в пространстве. Как-то устанавливаем саблайеры и симулим. Ну, давайте усилим на время симуляции. Супер! Так, что с клапанами мне, в принципе, больше нравится. Насчет того, где расположены карманы, в принципе, меня тоже все устраивает. Ай, так, сколько у нас времени прошло?